Доброе утро, ребята. 5 октября. О, какой сегодня неделя. Среда. 5 октября, среда. Стою во Франции. 700 километров до точки. Куда надо ехать? На паркинге. Такой здоровый паркинг. Он, кстати, Хейстер Камповец уже стоит. Из ребят. Может дойти, поздороваться. Вдруг знакомый. Вроде не спит. Какой-то бородатый. Наверное, может, сейчас поедет. Посмотрю, кто это. Ну ладно, мне 700 километров. Поедем вместе. Через час стартуем. Надо сегодня по максимуму проехать. Как можно дальше. Но надо так учесть, чтобы завтра я встал вовремя. И чтобы доехал оставшийся километр. 1:30 фиксинг тайм у меня выгрузки. Ну, надеюсь, все будет окей. Да? Ладно, ребята. Все. Не отключайтесь, поедем вместе. Ну что, ребята, нас ждет Париж, походу, да? Так непривычно смотреть вот в эти зеркала, блин. Реально. Это медленно разгоняется. Идет-то нормально, как бы, машина. Ты должен кому поступить. Ладно, выезжай, я тебя уступлю, блин, дорогу. Хотя ты мне должен уступить. Помеха справа, как бы. Ну ладно. Итак, нас ждет Париж, друзья мои. Вернее, стоит точка объезд, по объездной пойдем. Чтобы в Париж не пилить. Не знаю, даже разрешено нам в Париж ехать, не разрешено вам в Париж ехать. Фиг его знает. Ну, время без 20 час. Я думаю, все будет окей. Это жарковато, блин. Надо сделать потеплее. Ой, похолоднее. Пром. Все, погнали. Для этого необходимо включить Wi-Fi или установить SMS. Да, блин, что ты пристал ко мне со своими, блин, Google эти помощники, блин. Вчера, блин, по незнанию, блин, нажал, думаю, что так я медленно из паркинга выезжаю, ну что за фигня, блин. А потом въехал, тут, оказывается, драйвер вперед и драйвер назад, несколько позиций есть. 50, почему написано? Ладно, фигня, это не надо. Держишь, хотя можно так переключать, драйвер ауто, драйвер семи и драйвер черепаха. Либо держишь 2 секунды, получается черепашка. А я думал, как сделать так? Задний ход, блин, медленнее, передний ход, передний, ну, медленнее, блин, оказывается, все просто. Ну так, все приходит с опытом. Так же, как и я, блин, спал с открытой дверью сегодня. Ну как с открытыми? Не закрытой, я не мог заблокировать. Беда в этих дверях, их надо сильно бить, блин. Реально сильно бить, закрывать. Чтобы они нормально закрыли. Иначе получается, вроде дверь закрыта, но включаешь, нифига она не закрыта. Еще почему-то какая-то сигнализация вышла из этого аккумулятора. Мне не вышло, я так заглянул, смотрю, у меня красное, и он так показывает плохо. Но звука никакого не было. Еще нашел кнопочку, которая отключает вот эту подачу сигнала звукового. Потому что случайно нажимаешь, бывало, ну тап это с левой стороны, да, эта кнопочка звукового сигнала. А здесь по центру, как у всех машин, в принципе. Вот. И как кнопочку нажимаешь, и она отключается. Также можно и отключить этот самый. А что этот не работает? Понял я, что за фигня, почему не работает. Линия тоже отключена. Видеорегистратор что-то мне не показывает. Вот здесь кнопочка отключения аккумулятора. Ничего не
Куда они приходят? Что они не работают? Этот работает. О, заработал. Розетки здесь, кстати, раздолбанные, блин. О. Есть как бы индикаторы. Работает или не работает розетка. Регистратор и типа холодильника моего маленького. Ну, он не холодильник, он как бы ветрообдувной шкафчик, который я в прошлом контракте приобрел. Там у меня куча консерв, там у меня, блин, кефиры, блин, йогурты. Потому что хорошо, что он есть, хоть какое-то охлаждение. Иначе трубоделы. Холодильник здесь, блин, очень маленький, очень маленький. Даже не представляете, насколько он маленький. Ведь он говорит, что этот компьютер как-то там странно показывает. Да, но он показывает постоянно, блин, 12-часовые рабочие дни. Главное, включаю, я вчера отработал больше 12 часов. Сегодня завел, мне сразу показывает, у вас короткий отдых. Ну, понятно, короткий. А какая разница, если даже я 11 часов отдохнул, блин, все равно у меня был бы короткий отдых. То есть 9 я отдохнул. Я надеюсь, что я правильно поехал. Сейчас посчитаем, блин. 3:43 плюс 9, 12:43. Нормально, 7 минут больше. С запасом взял на всякий случай. Так что все в порядке должно быть. Погода так себе здесь во Франции. Ну, настроение хорошее, только голова вот, блин, что-то у меня после Белоруссии, блин, я там приболел ковидом, блин, привез белорусский ковид домой. Я и Саня, блин, Ивар там, наверное, переболел. Все троем мы переболели. Так нормально съездили в Белоруссию. Что-то голова как-то, блин, болит по утрам. Или это погода такая, или возраст старый уже, блин. По цифрам. 55 все-таки. Скоро 56 будет. Ну ладно, не беда, надеюсь, все нормально. Ладно, блин, правильные витамины пить, правильно питаться. У меня подписчик написал, 55 лет ему тоже стартует по моим стопам, как он говорит. И тоже в Хейстеркам. Так что, блин, удачи тебе, дружище. Ну, я написал, как и говорю, что для новичка, латвийца, как минимум, из Латвии, Хейстеркам самое то. Опыта, вот сколько я-то работал? Почти год, грубо говоря. 16 октября был бы год. Не, вру, 30 октября был бы год, как я работал в Хейстеркам. Но за это я провел 7 каденций, опыта поднабрался на дафе. Ну, что делать? Машины меняются. Но самое главное то, что понимаешь сам процесс вождения, паркинга, погрузки, загрузки, перецепов, оформления бумаг. Это самое главное. Ну, конечно, чувство габаритов, да, соблюдение правил дорожного движения. Это обязательно. Ну, а как я говорю, нет таких дальнобойщиков, которые были во всех дырах. Есть опыт, есть чутье. Главное, чтобы было желание. Но Хейстеркам хорош тем, что вы работаете один, а не в экипаже. И нормальная зарплата на первое время. Я говорю, меня Хейстеркам устраивал во всех отношениях. Единственное, что планы на жизнь поменялись, и нужно другие свободные, более свободные контракты, больше времени быть дома. Хотя я чувствую, после этого контракта тоже не получится быть дома долго. Ну, может получится. Так планировал 4 недельки. Посмотрим, как это будет.
как будет на самом деле. Еще надо будет пару паркингов на этой Ивеко, потому что, говорю, зеркала немножко другие. И если на данный момент груз небольшой, то, возможно, когда в зерно буду возить, там будут груза побольше, надо все-таки чувствовать. Бичок на DAF пошел, ну DAF дали. Но не новый, не такой, как в Фейстель-кампе, а пониже. Не знаю, как он там устроился. Вроде нормально. По DAF знакомо все, как это, все настройки, все оборудование, а здесь надо... Зато интересно, что изучаешь новую машину. Ивеко, в принципе, неплохая машина. Мне звонят. Или проложить? Ребятки, я скажу так, мы где-то тут опять в Париж проезжаем. Эльфелевые башни я не наблюдаю. Но я не полез в Париж, как помню, первый раз. Пользуюсь с десятки на 86-ю и на 6-ю. Так что, я думаю, так будет правильнее. Ну, не думаю, так и есть правильно. Так, сейчас мы пойдем вперед. Бордо, Нант, Лион. Можно по правой тянуть, когда все идут по второй полосе. Может быть, там что-то ремонт или что ли там. Не знаю, что там съезды и пробки, поэтому как бы. Ну, поедем, как все едут. Вроде нету пробки. А нет, тут надо по этой полосе правильно идти, потому что там съезд уже 4-го. Опит 550 там на центр идет. Наташа звонила, но сейчас с ней как-то разговаривать. Пройдем всю эту развязку, тогда позвоним. 2:30 мне еще ехать до паузы. Не знаю, сегодня по максимуму буду ехать. 9 часов, ну 8-9. Компьютер, интересно, так считает. Хочу проверить, что-то он мне говорит, что типа... Блин, Наташа, я перезвоню. Поеду, перезвоню. Как будто я уже, 11 часов за день еду. Может быть, он изначально сутки считает, что-то как-то непонятно. Посмотрим, что будет в 14. Он говорит, 14 часов, что он покажет. Ну, 14:20, грубо говоря. Может быть, что-то перемудрить. Потому что с утра мне сказал, что когда я открыл смену, что у вас сокращенный отдых был. Я говорю, окей, я знаю. А показывает, как будто я еще его не использовал. Поэтому с утра верить ему нельзя. Посмотрим. 14:20. 14:22. Я посмотрю, что он будет показывать. Правильно еду? И сюда. О, у них Total заправка. Дизель. Я так и не понял, сколько у них прям. Не успел посмотреть, сколько что-то какие-то очереди у них на заправку. Больше очереди были. О, блин, тут пробка, блин, в ту сторону. Ну его нафиг. Я один раз попал в эту пробку. Вспомню сейчас. Если вы там рассчитываете, и у вас там 2 часа запаса, то попав сюда, вы понимаете, что никакого у вас запаса не было, ребята. Париж,
Гамбург. Я не говорю там, где ремонт и работы идут. Это все пропадает. Ну что, не видим мы Эйфелевой башни где-нибудь сзади? Я даже не знаю, где она находится, честно говоря. Где-то должна же быть на фоне видна. Эй! Башня! Там, что ли, какая-то башня? Да. Там билдинг. Да, вон она там. Есть. Как говорится, есть контакт. Так далеко, там небоскреб какой-то стоит, и за ним она. Такая маленькая отсюда кажется. А да, она и вообще вроде небольшая. Даже отсюда и не видно. Не, вон там видно. Очень далеко. Ну, выше этого небоскреба. Да, первый раз, помню, там шел через Париж. Какая-то... Офигеть долго. Но тут как бы не быстро, да? Ну, смотришь, движуха идет. Робот пока тут не наблюдается. Ладненько, други мои, едем дальше. Ну вот, проскочили мы Париж, остались в стороне, выскочили на десяточку, идем в сторону Бордо. 620 километров, ребята, осталось. Что-то я там заговорился. Брать не тренажку, а брать пятнашку. То есть 9-часовой отдых, 15 часов. Хотя можно и 13 работать, 9 часов отдохнуть. Потому что считать надо все-таки время отдыха, а не время работы. Вот, ну что, идем на Бордо, на Багдаш. Нант, Бордо, Орлеан. Так что все в порядке. Кстати, заметил, в этой машине еще, блин, слишком близко ко мне придвинулась машина легковая здесь. Непонятно, куда она хотела. Право, влево, ну, короче, понятно, не мог определиться сюда. И сигналка пришла мне, блин. Ки-ди. Такая, знаешь, вот, типа, блин, слева борта у тебя, блин, нехороший человек едет. Так что так. Есть нюансы. Когда, интересно, напикает? Все время, когда круиз-контроль включен? Или когда включен адаптивный круиз-контроль? Надо будет как-нибудь просто проверить. Сделал маленькую паузочку. 15 минут возле телепаса. Набрал воды. Теперь полная 10-литровая каночка, так что нормально. Ладно, едем дальше, 430 километров. Я думаю, что я даже сегодня доеду до того места выгрузки. Потому что опять будет поздно. Ну, посмотрим, надо будет считать время. 2:47. Паузочку сделаем еще через 2 часа. Я надеюсь, найду где-нибудь коротенькую паузочку. Надо регулировать это дело. Круговато видно. Проезды. Повороты. Правые. Надо очки.
надо так шутить, перепроложить. Да не, вроде нормально отрегулировано все. Кстати, хорошо, есть дополнительные огни, вечером хорошо проходить такие на ступеньках, освещает. Это четко сделано. Так что нормалек, едем дальше. Вот мне 2:46. Этот компьютер какой-то фигней занимается. Он показывает время странно. Вот до сих пор мне показывает, как будто я, уже чуть ли не сутки еду. Причем правильно говорил, что там компьютеру верить, глючит он. Я написал старшому. Фигня какая-то. 13:29, типа, я еду. Ой, ёпарасы. Подряд. Так, что у нас там по... Как-то, все правильно, куда до меня? После телепаса мозги сплавились у него. Но там тоже будут проблемы у меня с поиском место на 30-минутную паузу, я так понимаю. Вечер уже наступает. Ну хотя, да, я буду идти по большой дороге, а не по местным. Это на местных, я знаю, то есть там уже найти какой-нибудь кармашек, чтобы встать на паузочку. И надо будет считать. Вот смотрите, остается 420 километров. Он пишет 5,5 часов. Плюс пауза 6 часов. Сейчас у нас на часах почти 7. Значит, в 11 часов я приеду. 11 часов, если я приеду, то это я, значит, нормально, когда 13 часов я не отработаю, потому что 13 у меня заканчивается 1:30 ночи. Так что нормально я приеду. Да, наверное, на место надо смотреть. На место ехать. Потому что я так посмотрел, там и паркинг есть какой-то там. Ну не знаю, закрытый он, не закрытый, на чекине на этом. Блин, опять муха залетела. Вот как я их, терпеть не могу. Во Франции нужно очень аккуратно с дверями, не напускать мух. Тут уже жарко, 23 градуса. Я вышел, ёпарасоте. Майку хотел рабочую. Моя бывшая компания, в которой я работал когда-то, Балтиком, руководил подразделением строительства, телевидения, потом и интернета тоже в Риге. Хорошая компания, но пришло время понимать, что это не мое уже. Того, чего надо в жизни, я добился, доказал и себе, и еще кое-кому. Чего я могу, что я могу. А пришли такие мысли, а зачем все это? Ну и вот теперь я уже здесь. Кто смотрит мой канал, может посмотреть. Знает, в принципе, как я начинал, почему я пришел к дальнобойным. Вот. А также все мои шаги, начиная от первых шагов в троллейбусном парке в Риге. Рига Сатекс. Да. С морем я завязал в 2010 году. То, считайте, я 8 лет отдал Балтикому, почти 3 года Рига Сатекс. Вот. Ну что, не об этом речь. Сейчас вышел, тут жарко, душно, а я вот даже в штанах, чувствую, надо будет шорты одевать. Потому что жарко, естественно. У нас дома, в Риге осень наступила, падают листы. Надо убрать. Запою, как узбек, про муху.
не надо открывать окна, двери надолго. Как минимум не пускать этих чудовищ, блин, летающих. То я как, помните, простоял 45-ку во Франции. После этого напустил мух себе в кабину. Мама, не горюй, блин. Ужас. Меня покусали эти, там, мушки такие, машкара была, блин, мелкая. Так покусали. Ёпарасете, блин. Я не мог понять, что такое, какие-то покусы. Думал, блохи, что ли? Оказалось, те мухи, они такие бесшумные. А села, она как-то как будто мистер Шмидт, она тише укусила, блин. Потом еще, блин, такой весь покусанный был. Ну, я там их мочил, блин, долго и упорно, блин, наверное, блин, 2 ночи. А такие бесшумные, а были еще такие зеленые, блин, те шумные. Но такие не мухи, как машкара такая. Стоит и как комар летает, но не комар. То есть зеленый, блин, хрень. Вот, ну так что по ходу, я думаю, что я даже доеду, мне не надо будет, может быть, время вождения, я думаю, хватит. Сейчас 2,7, и там еще, наверное, прибавится мне часика 2. Блин, а вообще не, по времени я вождение не успеваю, очень нет. Кажется, но не уверен, надо смотреть. Да, слушай, затрет она меня при походу. Полотенце приготовить. Будем греческим полотенцем подарок из Беларуси. Оба-на. Все. Одним ударом. Папантос. Ну ладно. Едем. Солнце светит в правый глаз. Надо отвернуться от него куда-нибудь. Не очки надевать. Надевать. На глаза ставить. Вообще мне нравится Франция, я всегда это говорю. Есть свои нюансы, главное понять работу по французским дорогам. Где, что, какие паркинги. Но если вы начинаете искать паркинг на большой дороге, это, блин, чревато, конечно. Лучше съехать с нее и идти по нормальной местной дороге, местного значения. Националки называют. Тогда больше вероятность, что вы найдете кармаш. Ну, соответственно, конечно, надо переживать за слив топлива или что-нибудь такого, но кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорят, да? Ну, мы не пьем шампанского. Ух ты, какая вышка. Что это такое? Смотровая, что ли? Интересно, блин. Наверное, как памятник уже стоит. Bend you стационарно. Bend you, bend me. Тахограф старого типа, блин. Так непривычно. И то, что, блин, подсветка меню, блин, надо, блин, как-то отрегулировать. Днем вообще ничего не видно, блин. Надо либо включать зажигание, либо фонариком подсвечивать. Что он там показывает, сколько... А то этот показывает, что я стою 15 минут, а этот показывает уже, блин, как положено, 47 минут. Как у меня и было на часах. Там, например, на DAF, в Хейстеркампе, на этом трансисе нажал, и ты видишь, сколько тебя ты стоишь. Паузу. Здесь такого нет. Здесь смотришь, и он показывает тебе сколько. Тоже прикольно. Странно показывает все это. 13 часов 38 минут. Я вижу. Хорошо.
меня, блин, время уже, блин. Короткое время рестлинга, блин. Показывает, что 3 я могу использовать. Какой 3? Я могу только 2 раза использовать. Таша показывает это? Или он когда стоит, показывает? 26, я уже еду 26. 15 минут он отстоял, показывает. И не 2.36, сейчас 56 я еду. 2.36 осталось. 30 минут пауза. Я иногда делю 45-ку, мне так даже удобнее. Два варианта: либо делишь 45-ку на 15-30 минут паузу, либо просто не доезжаешь, там, скажем, в зависимости, как ехать. Я никогда не делаю. Ну, было у меня, да, пару раз, там, надо было нестись, делать 4.30, там, 4.20 и паузу. Специально. Для того, что не было места, специально надо было. Потому что если сделаешь эту паузу, то следующую ты сделаешь, ну, когда завершится время, ты на 45 минут как бы раньше будешь в том месте, где надо это сделать. Вернее, начнешь искать раньше. Как-то так получалось. Если 2 часа едешь. Ну, то есть время наступает. Нет, знаете как? Получалось, если бы я сделал, скажем, через 2 часа, то я как бы нашел бы время. Но, а потом, через там 2,5 часа или там через 3 часа, я бы не нашел время. Поэтому я ехал до предела, сделал паузу по времени. Ну, в смысле, потому что паркинги еще не забивались. И потом уже я доезжал оставшееся время без паркинга до места. Так бы, если бы я сделал, то мне нужно было бы еще одну паузу делать в тот момент, когда уже паркинги все заняты. Такая вот арифметика. То есть, скажем, если бы 2 часа проехав, у меня пауза там в 6 часов была бы, то, ну, скажем, в 7. А если бы 4,5, то паузу надо было бы мне делать, там, скажем, 9:30. Соответственно, я бы не нашел время. А так я нашел время. И потом мне нужно было ехать до 9:30, до 10:30. И там я уже доехал до места событий, до места. Без паузы, без поиска. Поэтому сейчас тоже буду считать. Я там 3 часа проехал. Сейчас еще. Не проеду, скажем, час. Это еще 3,5-6,5. У меня останется 3,5 часа езды. Да, 6,5 до десятки мне получается 3 часа. Нет, я не доеду, блин, до того места, куда мне надо. К сожалению, блин. Да, это, блин. То есть 2,5 часа я еще могу сейчас ехать. Потом еще чуть-чуть. Еще может быть 20,5. Короче, блин. Не, ребята, не успею я доехать до нужного времени. Надо что-то думать. Надо, значит, где-нибудь в дороге остановиться с таким расчетом, чтобы я... Да, короче, засада. Доезжать придется завтра. Скажем, если я не доеду 2,5 часа. Мне надо быть в час, ну скажем, 12:30. Значит, в 11 мне надо стартануть. Это значит... Не, какие в 11? В 10 мне надо стартануть.
стартануть, значит мне надо в 11 надо встать где-то. Это если 11-часовая. Да. Придется опять искать что-то. 11 часов. 11 часов плохо, потому что поздно, ну, единственное, если только, блин, в 8 утра стартовать, опять 9. Отдыхать только. Что-то надо думать, ребята. Вот эта вот арифметика, она постоянно присутствует в таких вещах. Первые 10 часов можно стартануть. Да, либо я в 11 должен уже стоять. Часа ехать могу. Это будет 240, 160. 4 часа надо ехать. 4 часа это будет. 4 часа это будет. Это будет как раз 9 часов вечера. А может что-нибудь и найду. Там можно стоять 11. Да, тогда было бы хорошо. Да, короче, самое то 9 часов. Блин, надо искать где-то паркинг. Начинать искать. Ладно, едем, короче, по максимуму, как говорил Артур. Симонис, блин. Надо ехать, Олег, по максимуму. Мне говорит, едь по максимуму. Да. Ты едешь, на дороге встал. Тратить 9 последнюю, реально как-то несерьезно, неудобно, блин. Да, придется все-таки одевать очки. Это не мои очки. Ты что ли? Нет, может быть. Очки оделся, а солнце пропало. Сейчас, наверное, будем от него отворачиваться. Ладно? Потом расскажу, что я решил. Когда дорога, блин, уже будет темно. Ну ничего, буду дорогу показывать и разговаривать. Все будет хорошо, правильно, ребята? Едем дальше. Соблюдая правила дорожного движения.
Доброе утро. Уже утро. Поздно я встал вот на такой паркинг. Вот здесь стою. Потому что искать было поздно. Вернее, я заезжал на несколько паркингов, но понимал, что уже теряю только время на этом. На место выгрузки я не успею подъехать. Поэтому пришлось нырять куда-нибудь в поселочек. Вот нырнул в поселок. И нашел тут такое местечко. Там стоял один француз. Вот там впереди меня. Ну, я так за ним встал. Ну, нормально. Сейчас уже позавтракал, помылся, побрился. Кстати, зашел сюда в офис. Без проблем и помыться можно, в туалет сходить. И даже сразу кофе мне предлагают. Я говорю, не, спасибо, только что попил. Ну, нормально. Франция есть Франция. Главное не теряться. Быстренько открыл карту, нашел поселочек, нырнул туда, посмотрел, там вроде есть где-то машины, но там оказалось там только фирмы логистические туда. Там даже встать негде, узкие дороги. Вот. Ну что, на этом я, наверное, буду заканчивать свое видео, вчерашнее, сегодняшнее. Ну а вам, как обычно, всем удачи, берегите себя, своих родных и близких. И все будет чики-пуки. Пока.